Привет, ребята! С вами Летеха. Сегодня ролик у нас будет на тему успешного врыва Shadowlands. Хотелось бы дать пару советов, как стартовать, что использовать, где качаться, но и сразу скажу, в середине ролика будет розыгрыш, поэтому не ленитесь посмотреть на этот небольшой путеводитель по темным землям. Вот такими должны выглядеть гайды от официального сообщества Варкрафта, но они почему-то делают всякую фигню. Также хотел выразить благодарность за помощь в составлении данного гайда MediFK, который играет на свежевателе душ. Ссылочка на текстовый гайд будет в описании к этому ролику, так что ее тоже можно посмотреть. Покупай золото и услуги для Варкрафта на FunPay. Это биржа, и там будут лучшие цены. Ссылочка в описании. Старт у нас назначен на 24 ноября, уже сегодня, ночью. Сразу звоните своему интернет-провайдеру, дайте ему на лапу и угрожайте расправой. Но нам нужен стабильный интернет. Очереди будут такими дикими, что сервер будет ложиться часто. Особенно будет обидно, если вы дождались своей очереди через часа 2-3 и с серверами все более-менее стабильно, ну и раз неожиданно отключается интернет. Поверьте, у меня один раз такое было. Я был очень расстроен. Еще раз, старт 24 ноября. И первые 2 недели у нас не будет рейдов, а только прокачка наших персонажей. Пробежки по локалкам и мифик подземелья. Без ключей. Если вы закинули игру и оплатили подписку 2 дня назад, то уже, наверное, прошли квестовую цепочку в припатче. Поубивали рарников, сумки получили, осталось пройти квесты в столице и быть готовыми к началу. Поскольку при рейдовом времени будет аж 2 недели, то за это время вы должны максимально качнуть мейна, само собой и всех альтов, которые вы будете играть. В принципе, как такового фарма, как в других дополнениях в Shadowlands нету, поэтому темные земли очень даже дружелюбны к альтоводству. Начинаем мы с 50 уровня. Если вы были максимального уровня БФА, поэтому до 51 стараемся использовать еду и химию по максимуму. Настой 10 краев для статов и опыта, барабаны, руны усиления и различные для увеличения скорости передвижения, типа зелья легкой поступи, камни для бега и прочее. Если есть клетчатый флаг, это только плюс. Также не забываем про гоблинские планеры, различную еду, фласки пота на ДПС. На все новое цены будут бешеные, поэтому используем пока старый, на время прокачки. Гоблинский планер, оружейные сапоги и медвежий тартар. Лучшие расходники на прокачку, которые еще не пофиксили. Могут фиксануть до выхода Shell, но пока вроде информации нет. Как вариант можете включить PvP режим, но стоили те жалкие проценты опыта на старте аддона сомнительно. Насчет аддонов для быстрой прокачки, решать вам. Я выкину вам обновленный сборник аддонов чуть позже, где Handy Notes будет показывать сокровища, аддоны на автопринятие квестов, но эти самые аддоны вы можете скачать сами уже сегодня. То же самое касается и пути прокачки. Если акцент делать на скорость, то проходиться должно только сюжетные задания и пару дополнительных квестов с мечами. По концу прохождения 4 ковенантов у вас останется половинка уровня до 60-го, а это пару рандом данжей. Если спешить некуда, проходим по порядку и как нравится. Мы же играем ради удовольствия. Ну и также могу заметить, если включить PvP режим, то прокачаться вы успеете до 60-го еще в конечной локации. Могу только посоветовать по максимуму использовать зелье скорости. А также в вершине частоты надо подобрать сокровище Кирийский колокол. И далее использовать его в ПКД до 60-го левела. Он будет хилить вас, пока вы будете бегать между квестами. Что возможно сократит еще время прокачки, если, допустим, у вас класс без хила. После того, как прошли все сюжетные квесты на основе, переходим к прокачке альтов. Там придется все равно пройти стартовые квесты в утробе. А потом предстанете перед выбором. Качаться опять по сюжету или уходить в свободное плавание. Тут выбираем сами, но лучше, конечно, самому сбегать, повыполнять 5-6 дополнительных квестов, а дальше рандомить по нормал данжам. Примерно с 6-8 декабря откроется нормал и героик сложности рейда замка Нафрия, и заодно с ними Мифик Плюс. Продлится все это с неделю, и уже числа 16 начнется гонка прогресса гильдий. Мифик рейд, увеличивается также и левел за мифик подземелья, так что как распределить время вы решаете сами. И вот вы добили кап левела на своем персонаже. И тут вы сталкиваетесь с одной из самых главных особенностей и проблем в Shadowlands – ковенанты. Их всего 4, и выбор должен пасть на один из них. От правильного выбора на старте зависит, сократите ли вы количество фарма или нет, так как, скорее всего, на мифик недели вам придется поменять ковенанта под определенные цели. По топовым ковенантам для разных классов я уже делал ролик, ссылка на него будет в подсказке и описании.
Если вы прогрессом не заинтересованы, выбирайте тот, у кого трансмог красивый. Как будет выглядеть на вашем персонаже, можете найти в примерочной на веб-хеде или у самих ковенантов. К слову, после 51 уровня и прохождения квеста в утробе на альтах, ковенанта можно выбирать сразу, хоть развитие сюжета ковенанта и начнется с 60 уровня. Итак, на что же влияет выбор ковенанта? Во-первых, у каждого своя сюжетка, 9 глав, цепочка квестов. Во время ее прохождения встретитесь с новыми персонажами, но спойлерить не буду. Различные стилистические под ковенант игрушки, трансмоги, маунты, пэты, различные особенности ковенантов, типа недельного ивента, разные по механике и упору получения добычи. Например, у ночного наростца Сад Зимы идет упор на получение ресурсов на профессии, в то время как Пепельный двор идет с упором на получение фановых вещей, игрушек и прочего. Также на территории выбранного ковенанта будут дополнительные рарники, локалки и сокровища. Ну и разный набор последователей, тоже тематические. Но это все, можно сказать, косметика. На силу персонажа будет влиять две уникальные способности. В каждом ковенанте свои. Одна общая и одна классовая. 3 уникальных медиума, в каждом ковенанте свои 3 медиума с уникальными пассивками. Порой выбор ковенанта во многом зависит от них. Один уникальный проводник силы на улучшение основной классовой способности ковенанта. Только один. На получение остальных 19 выбор ковенанта вообще никак не влияет. Ну и тоже немаловажно дополнительные бонусы в виде уникальных скипов и бафов в 2 подземельях, которые находятся на территории выбранного вами ковенанта. Выбранный ковенант никак не влияет на ваш прогресс в утробе и торгасте. Никаким образом не влияет на получение легендарок на ваш класс. Бонусы за прокачку известности также не меняются. Они одинаковые для всех ковенантов. Профессии и получение рецептов тоже не связаны с выбором. Будут доступны все вардбоссы, подземелья и рейды. Но несмотря на то, что при выборе ковенанта последователи разные, миссии все равно будут одинаковые. И награды соответственно тоже. Отдельно бы хотелось поговорить о смене ковенанта, так как эта тема вообще заслуживает отдельного ролика. Но я постараюсь рассказать вкратце. Сменить ковенанта можно в Арибосе, центральном зале с Болваром. Там будут стоять представители ковенантов, и поговорив с одним из них, он предложит варианты смены. Менять ковенанты как перчатки не получится. Вы не сможете вернуться в ковенант, который покинули, минимум до старта следующей недели. Поэтому закончите текущие квесты и потратьте ресурсы ковенанта, так как они не перенесутся в новый ковенант. Смена ковенанта на тот, в котором вы никогда еще не были, и на тот, где вы уже были, различаются. Об этом сейчас расскажу. Но по факту у вас будет 2, максимум 3 ковенанта, если считать все спеки. Но и не стоит забывать, что некоторые трансмоги, иллюзии и маунты принадлежат определенному ковенанту. При его смене вы не сможете ими больше пользоваться. Итак, если вам нужно перейти в ковенант, в котором вы еще не были, касается в основном первых недель, никакого квеста на смену нет. Кликаем пару раз мышкой, и ковенант сменился. И мы обнуляемся. Начинаем с первого квеста нового ковенанта, уровень известности, медиумы, анима, очищенные души, все строения и прогресс в них, все последователи, все это исчезает. И мы начинаем жизнь нового ковенанта с нуля. Проводники старого ковенанта пропадают, нового надо заново получать по квестам. Однако, если переходить в ковенант, в котором вы уже были, что там делали, старались, то дела обстоят получше. Необходимо выполнить 2 квеста, например, на 15 локалок, или рарников, или сокровища в зоне ковенанта. И между выполнением первого и второго квеста должны пройти минимум 1 недельный ресет, и вуаля, вы в своем старом добром ковенанте. При этом прогресс сюжета, уровень известности, медиумы, анима, очищенные души, все строения и прогресс в них, все последователи и проводники, все это восстанавливается до уровня, который был на момент выхода из ковенанта. Очень удобно будет делать выход из ковенанта в момент вторника с переносом на среду. Соответственно, со вторника на среду вы сможете сменить одного ковенанта. При смене ковенанта все легендарки и пепел душ никуда не денутся. Весь шмот, хоть одетый, хоть сумка, все это останется. Даже если сет будет из ковенанта, из которого вы вышли. Вся репутация, все проводники, кроме уникального, конечно же. Вся репутация с фракцией, любые другие ресурсы, кроме аниме и очищенных душ, все это останется у вас и никуда не припадет при смене. Ну и плавно переходим к следующей теме – к обители ковенантов. Такая зона есть почти в каждом дополнении. Меняется только немного смысл или название. Так что по сути это тот же гарнизон из Дренора или классовый оплот из Легиона. В обители вы будете получать все дейлики и сюжетные квесты. Там же находится стол с миссиями. Тут же вы найдете всех важных вендоров, обмен токенов на оружие с рейда, вендов товаров за известность, о котором скажу пару слов позже. При этом вендор предметов за репутацию обычно находится вне ковенанта, чтобы доступ к нему был у всех персонажей. Также в обители есть вендор ковенанта сета из 9 предметов, как и в предыдущих дополнениях, относительно бесполезны для мейна, так как даются за очки выполнения глав сюжетки ковенанта.
А поскольку он открывается ой как медленно, то уже на третьей неделе вы оденетесь в лучший шмот, чем максимальный уровень сета ковенантов. Другое дело, если аль, тут да, это может пригодиться. В остальном же пустая трата ресурсов. Обитель, в принципе, можно апгрейдить. И на это есть 4 вида построек. 3 одинаковые для всех ковенантов и 1 уникальная. Для этих построек требуется анима и очищенные души. И конкретно этот ресурс имеет недельный кап и добывается в утробе. Очищенные души можно получить только 1 раз в неделю, за недельный квест в обители ковенанта. Квест на спасение душ из утробы. Очень простой и делается за 10 минут. Но повышает уровень внимания злого дядьки-тюремщика. Анима, в свою очередь, фармится практически везде. Ее дают за выполнение любых активностей, будь то локалки, дейлики, недельные квесты или рандом-героики. И так далее, аналогично ресурсам для войны в БФА. Исключением является Утроба и Торгаст. Там анимы нет. Как говорится, те же яйца, только в профиль. Несмотря на то, что аниме дают за все подряд, нафармить быстро приличное количество не получится. За локалку дают обычно 35 до 100 аниме, а на апгрейд ковенанта надо от 5000. Самое большое количество аниме за дейли ковенанта, за еженедельный квест на PvP и на данже. Дальше просто скребем по углам. Стоит ли он того, решать самим. На старте БФА люди выгорают за месяц игры, фармя локалки по КД. Я бы такое не хотел. Нафармленная аниме падает вам в сумки как предметы. Ее нужно донести и положить в банк аниме, в обитель ковенанта, как это, допустим, было в Легионе. Только после этого ее можно использовать. Кнопка «Вклад» на панели улучшения ковенанта. Не забываем, что при смене ковенанта этот ресурс остается у банкиров ковенанта и не перенесется в новый. Минуту назад я говорил о постройках. Это командирский стол, проводники аниме, транспортная сеть и уникальная ивентовая, у каждого ковенанта разная. У Кирии путь перерождения, у Некролорда фабрика Поганиш, зимний сад у ночного народца и пепельный двор, соответственно, у вентиров. Кирь дорогая, выше первого уровня качать поначалу не советую, потому что интересного там мало. Командирский стол, он же стол для миссий, работает так же, как в предыдущих дополнениях. Суть та же, вот только немного переделали под мини-игру. Запуская миссию, прокачиваем последователей, получаем награды. Я думаю, скоро сделают для него какой-нибудь аддон и все будет намного проще. В качестве наград будет, как и всегда, анима, голда и ресурсы профессий. Шмотки с локалок, доп. Опыт на ваших работяг, а также недельная миссия на 100 пепла душ. И миссия на новые руны усиления. Плюс 18 мейнстата. Советую построить эту постройку первой, так как она самая дешевая. И без стола вы не сможете собирать последователей в Таргасте. Строить апгрейды для стола на 2 и 3 уровень смысла практически никакого для рейдера нет. И исцеление ваших подчиненных и время миссии можно просто подождать. Далее у нас проводник аниме. Рекомендую сосредоточиться на этой постройке сразу после командирского стола. Проводник аниме позволяет раз в день направить поток аниме в одну из 6 локаций территории вашего ковенанта. Разблокирует дополнительную локалку, сокровище, ивент или рарника. На первом уровне постройки доступно всего 2 локации. Вы можете сами выбрать, в какую направить поток. За направление потока вам стоит уплатить налог 25 аниме, и длится это будет 2 дня. Направив поток аниме 10 раз, вы сможете усилить одну из зон, сделав выбор постоянным и не требующим дани в виде 25 аниме в день. Если не забывать, то за 2 месяца вы усилите все территории ковенанта. Одна из самых полезных построек, так как дополнительные локалки, дейлики и рарники с сокровищами никогда не бывают лишними. С ними удобно фармить аниму и репутацию. За выполнение задач, связанных с проводником аниме, вы получаете дополнительную валюту – благодарственное подношение. Оно необходимо для покупки случайного рецепта легендарки, а также трансмогов ковенанта. Ну и транспортная сеть. Добавляет возможность быстрого перемещения из обители ковенанта в различные локации на территории ковенанта. По мере возрастания прокачки этой постройки открываются порталы в другие локации, а уже на 3 уровне портал в Арибас и обратно. Ну а пока лучше привязать камень возвращения именно в обитель, так как лететь туда из Арибаса довольно далеко. Теперь давайте поговорим об известности. Тоже новые штуки в Shadowlands. Известность привязана к выбранному ковенанту, и от нее зависит развитие ваших медиумов. Бонусы на стамину в виде 2%, прогресс сюжета и прочее. Я не буду рассказывать, какие бонусы дают на каком уровне известности, все это можно будет посмотреть в самой игре. Скажу только, что известность имеет кап. Работает это точно так же, как кап на уровень плаща 8.3 БФА. Вы можете повысить уровень известности на неделе только до глобального капа, но при этом альты могут фармить известность тоже до глобального капа. В принципе, фармить известность не очень сложно, но процесс этот все равно не быстрый, так как основной фарм идет на деликах, и они спавнятся по одному в день. Кроме деликов, известность получается за поручение, типа на фарме 1500 аниме,
за квест спасти с души из утробы, за главы сюжета кампании и в крайнем случае за ключи и героя к данже. Ну и как говорится, выше головы не прыгнешь. Если у вас есть уже кап, а квест стоит в графе награда +1 к известности, вы ее не получите. В большинстве своем известность влияет на медиумов, ковенантов и открытие пассивок. Каждый из ковенантов содержит по 3 уникальных медиума со своими уникальными пассивками талантов. По сути, это 3 ветки пассивок, но выбрать можно только одну. Переключаться, как и в случае с талантами, можно в любой зоне отдыха или при использовании фолианта. Чтобы открыть доступ к медиумам, необходимо прогресс на уровне известности в ковенанте. Первого медиума дают сразу по вступлению в ковенант, второго после выполнения 3 главы сюжетной кампании. Это примерно первая неделя игры, если заморочиться. Последнего 3-го медиума дают на 22 уровне известности, примерно 7-я неделя игры в темных землях. Пассивки у медиумов состоят из обычных пассивок в виде прокающих статов и дырок под проводники, если в простонародье сокеты. Механика работы примерно такая же, как была в Легионе с нашим Тигелем. Медиумы — это одна из особенностей ковенантов, из-за которой, собственно, мы и выбираем тот или иной ковенант. Причем медиумы могут быть вообще не сбалансированы. Например, один дает все на огневую мощь и повышение ДПСа, другой делает вашу защиту немного прочнее. Так что Симкрафт вам в помощь. Либо просто ходите по дискордам своего класса. Так вам за все уже давно все просимили и разжевали. Что касается проводников, тоже немного расскажу. Проводники вставляются в слоты медиума из вашей библиотеки. Бывают они 3 видов. Проводник силы усиливает ДПС и ХПС, способности или дает проки на статы. Проводник выносливости дает дополнительные бонусы на выживаемость. Проводник точности улучшает утилити вашего класса, типа уменьшает КД или что-то подобное. Где фармить? Все это написано в журнале в игре, можете там глянуть. Проводников силы очень много, и для каждого класса они разные, так что тут в этом ролике рассказывать я это не буду. Теперь же, что касается розыгрыша, который я объявил в начале видео. 24 ноября, ровно в час ночи, мы разыграем базовую версию Shadowlands для вас или для вашего жадного друга, который не хочет играть в WoW из-за ее стоимости. Если он не захочет играть или после такого подарка, то задумайтесь, может он не хочет играть из-за вас. Условия розыгрыша просты. Нужно быть подписанным на канал и обязательно открыть свой профиль YouTube, чтобы было видно, на какие каналы вы подписаны. Как это сделать, можно найти в гугле. Поставите лайк под видео, я все же старался. Это вам будет небольшой плюсик в карму. И написать комментарий под видео. Комментарий должен быть большой. Уж постарайтесь проявить свои творческие возможности. В комментарии напишите про Shadowlands и что вы от него ждете. Можно хороший, можно плохой. Я за это ругаться не буду. За вами просто будет наблюдать Бобби Котик и лично вставлять палки в колеса в игре. Развернутый комментарий — это хотя бы 10 нормальных предложений. Если вы не можете даже такого, то стоит ли вообще играть в Вовку? В общем, ровно в час ночи я жду вас на стриме, но даже если вы не сможете присутствовать, не беда. Все равно будете участвовать. От вас главное соблюдение условий и открытый аккаунт, чтобы я все мог проверить. Если что-то из этого не получилось, злитесь только на себя, потому что в таком случае я переиграю базовое здание Shadowlands и оно уйдет другому подписчику. Переходим к одному из последних на сегодня тем – Утроба. Утроба – отдельная особая зона в темных землях. По сюжету там чилит тюремщик, который мечтает о логопеде. Тут же находится Торгас, башня проклятой. В этой зоне нет локалок или сюжетных цепочек. Возможно, появится в будущем. Но пока рарники, дейлики, ивенты и прочее. Сильные мобы, особенно на старте. Не работают маунты, кроме некоторых. В общем, не самая приятная локация. Но ходить нам сюда придется, так как только в этой зоне можно получить валюту Стигия. И прокачать репутацию Свинари. Торговка с важными апгрейдами для Торгаста. Утробы и полезными вещами. Например, на добавление сокетов в предметы. Рецептов легендарок и многое чего полезного. Сама утроба поделена на зоны. Я не все проходил, поэтому скажу пока только про 2. В первой зоне контент был нацелен больше на соло, дейлики, не слишком жирные рарники, а вот во второй зоне на тот момент без группы уже не обойтись, так как бьют знатно. Умирать в утробе тоже категорически не приветствуется, так как при смерти в вашем трупе остается 20% от собранной стигии, и вам туда нужно бежать до тела. Именно бежать, не духом, а просто бежать, как это было, допустим, в Diablo 3. Однако, если вы умираете снова, те 20% стигии пропадут окончательно, а следующие 20% уже останутся в этом трупе. Суть, надеюсь, вы поняли. А убивать вас будут не только рарники с мобами. Ваши действия в утробе будут привлекать внимание ока тюремщика. Видимо, разработчики только недавно натолкнулись на фильмы про Властелину колец. Уровень раздражения тюремщика будет иметь 5 уровней.
При первом уровне на вас будет нападать патрули, не особо опасные, быстро умирают, но могут спулить мобов вокруг. На втором уровне будет периодически появляться лужа, и через некоторое время туда шандарахнется метеорит. Если выбежать, то вы не получите урона, примерно на треть хп, и не будете скованы. Не выбежать из лужи очень сложно, только если вы не отошли покурить. На третьем уровне к вам с визитом пожалуют убийцы. Они будут появляться при входе в комбат и будут вешать дебаф на получение урона. Относительно ничего сложного, если не игнорить и убивать его в приоритете. Четвертый уровень сами валькирии прилетают по вашу душу. Идет периодический урон, а подлетев повыше кастует фатальный удар. Убить ее нужно до завершения каста, а дальше спастись от падения с высоты. Благо всяких скиллов хватает, в крайнем случае гоблинский планер. Особенно если вы играете на таком классе как ДК, вот ему с высоты падать очень больно. Вот тут как раз таки для Демон Хантера прям классный, мне кажется, баф. Ну и пятый уровень, когда тюремщик на вас очень обиделся. Идет стакающийся дебаф на минус скиллу, вплоть до 100%. И постоянный урон. Если дебаф других уровней как-то можно обходить, через покупку разнообразных предметов у той же Винари, то тут выхода нет, придется ретироваться и убегать из утробы. Теперь, как лучше все это обыграть? Репутация Винари всегда будет в приоритете, потому что надо стараться выполнить те активности, которые дают много репутации и мало стигии, и соответственно не сильно раздражают тюремщика. Например, ивент «Гнев тюремщика» в тема Кулюме. За выполнение этого ивента дают 250 репутации с Винари и только 100 стигии. Другие такие примеры. Рарники, отмеченные звездочкой в Хэнди Нотсе. Ивент «Охота в загонах». С предметов, лежащих на земле, а также с рарников ивентов иногда падают предметы на достижение. Понять замысел смерти. За каждый предмет из этого достижения вам дают 100-150 репутации. Стоит сделать это достижение на первой неделе. Примеры плохих вариантов фарма репутации. Обычные ивенты на убийство моба. Отмечен красной точкой в Handy Notes Shadowlands. За них дают только 40 репутаций и 47 стигии, что сильно повышает око тюремщика. За некоторые ивенты, например сбор стигии из рандома, вообще не дают репутации. Все такие активности лучше избегать. Я думаю, в скором времени умельцы даже сделают такой аддон для наилучшего пути по фарму репутации. Что касается перемещения в утробе, как я говорил раньше, обычные маунты не работают. Исключением маунт за прохождение 8 уровня сложности извилистых коридоров. Также бегают всадники на черных собаках. Их тоже можно использовать в своих целях. Для перемещения, но только на минуту. Ну и гоблинские планеры. Мало того, что они нужны от валькирий, но и перемещаться с ними быстрее, так как высоких башен тут много. А если нет башен, то есть игрушка с рарника. В этой же утробе. Ближайшая от Винари горящая сера Боргетта. Она подкинет вас в воздух, а дальше планер и погнали. По легендаркам я делал отдельный ролик. Ссылочку на него оставлю в описании и подсказке. Можете его посмотреть. Но вкратце скажу. Крафтятся они у специального вендора в Таргасте. Они падают в луте, как это было в Легионе. И носить ее можно лишь одну. Крафтятся легендарки за пепел душ, который можно получить в башне Торгаста. И рецепт, который можно получить за определенные активности. Все рецепты шарятся на весь аккаунт. Это, если что, речь про общие. А классовые только для своего класса, соответственно, ну или для ваших зеркал. Остальное все в ролике. Ссылочка будет здесь и в описании. Ну и последнее, о чем я хочу рассказать сегодня. Башня Торгаст. Тоже ключевая новинка Shadowlands. Очень похоже на видение Нзота. Я бы даже сказал, доработанное видение. Доступ туда не ограничен, ходи сколько хочешь. По времени тоже. Сиди, жди отката любых, хоть БЛ прожимай под каждый пул. Ходить можно в соло, так и 2-5 человек. Все это будет адаптироваться под количество человек. Так же, как и по ваш спек, можно и хилами, и танками. Если вам не нравится этот контент, это печально. Так как ходить сюда все равно придется. Потому что только здесь падают рецепты и пепел душ, который нужен для крафта легендарок. Собственно, кроме этого здесь больше ничего не падает. Так что если вы здесь за шмотом, вы не туда пошли. Башня разделяется на два режима. Основной, за который дают пепел душ. Тут-то мы и делаем недельный кап. И извилистые коридоры. По времени занимают больше, так как это не 6, а 18 этажей. Но дают игрушки, маунтов для тробы и также куча разных пэтов. В целом, основная часть башни не такая сложная, однако если ничего не получается, то можно купить за стигнию улучшения в Таргасте. Но все же я бы посоветовал копить стигию для покупки проводников. Это в разы нужнее, тем более к рейдам. А теперь просто пару советов к прохождению. Чем больше мейнстата в ваших шмотках, тем лучше, так как большинство бафов или проков в башне идут на усиление процента от мейнстата. Даже самый средний баф на ДПС лучше, чем любое выживание. Боссы и рарники имеют стакающийся баф на урон и скорость. Поэтому, если вы бьете быстро, то вы умрете в любом случае, отхил вас не спасет. Любая химия работает в Таргасте, старая, новая, неважно.
Может быть, понерфят. Не знаю, пока вроде работает. Так что не стесняемся тратить старые запасы. Самая правильная стратегия медленно и верно чистить все эти этажи ради фантазмы, а в последующем усилении у вендора. Скипнуть пару мобов может просто не хватить ДПСа или выживаемости. Около вендора можно менять таланты. Иногда это нужно, если вы получили хорошее усиление под другие таланты своего персонажа. Ну и в целом, если времени на игру у вас мало, для получения капа пепла душ надо чистить две разные локации обычного режима Таргаста на максимальном уровне сложности, доступно для этой недели. Это займет от силы час в неделю, но оно нужно для вашего дальнейшего прогресса. На этом, я думаю, все. Надеюсь, ролик получился не сильно большим, но вместил почти все в один. По Мифик Плюс и рейдам сделаю потом отдельные ролики с топами также по каждой роли. Так что, ребята, не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Но если вам понравился ролик, то обязательно поставьте ему лайк. Пишите комментарии, попробуем обсудить там какие-нибудь изменения и новинки Shadowlands. Ну и, конечно, не забывайте участвовать в розыгрыше. А с вами был Летеха, пока-пока и увидимся на просторах Азерота.